Вы не на кулинарном канале. Это канал «Творчество для всей семьи». Сегодня покажу, как сделать панно в технике Терра. В этой технике обычно используется природный материал, сухие растения, плоды, ракушки, корни, шишки, можно крупы. Но сегодня я вдохновилась хурмой и бананом. Я приготовила раствор, в воду добавила клей ПВА и сухую шпаклевку, так, чтобы получилась негустая сметана. Да, чуть не забыла, весь материал должен быть высушенным на воздухе или в духовке, примерно при 70 градусах. В коллаж буду добавлять сухие плоды деревьев, виноградные веточки. Теперь все это нужно искупать в растворе. Кстати, устраивать им такую баню совсем не обязательно. Дальше я покажу еще один прием запечатывания элементов в шпаклевку. Картину в технике Терра можно делать на любой плотной основе, например, ДСП, очень плотный картон, стекло или фанера. Базой для работ в этой технике является строительная шпаклевка. Шпаклевка наносится на основу при помощи шпателя или мастихина. И тут уже начинается творчество, создание фактуры. Можно прочертить различные линии или сделать волны, создать рельеф или сделать рельеф при помощи трафарета. Все, что только пожелает ваша фантазия. Решила усилить основу толстым гофрокартоном и делаю подвес. Сначала я разложила композицию и сфотографировала ее. Особенность техники Терра заключается в том, что материалы не наклеиваются на основу, а вдавливаются в шпаклевку, которая нанесена на основу. Слой шпаклевки может быть как достаточно толстым, так и тонким. Все зависит от того, какой материал вы будете использовать.
Я развела еще немного сухой шпаклевки и клея ПВА. И теперь аккуратно кисточкой прохожусь по всем тонким деталям из банановой кожуры. В принципе, так можно было запечатать в шпаклевку всю композицию. Далее картину нужно окрасить. Тут полная свобода творчества, как в выборе красок, это может быть акрил, гуашь, акварель, так и в способе нанесения. Можно даже баллончиком или кистью. Вы можете создать единый тон на всей картине и поиграть с интенсивностью цвета для разных участков. А можете поверх основного тона прорисовать тонкой кистью детали. В общем, все в ваших руках. Очень сильно развожу акриловую краску водой, так чтобы краска затекла в нижние слои композиции и образовалась тень. Добавляю еще немного теней. Методом сухой кисти выделяю рельеф. Чем хороша техника создания коллажей, получившая название Терра, так это тем, что в ней ничего невозможно испортить. Даже если что-то пойдет не так и изначальную идею воплотить не удастся, это все равно будет очень красиво. Панно повисело пару дней, и мне захотелось добавить еще цвета.
Интересно, какой вариант вам понравился больше? Спасибо за просмотр, лайки и комментарии. Подпишитесь, если вы еще не подписаны, и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся!